Дорогие друзья, я приветствую вас из пасмурной Финляндии. В 2023 году границу Финляндии с Россией окончательно закрыли из-за наплыва просителей убежища. Сегодня мы встретимся с непосредственными участниками тех событий, из-за которых границу закрыли. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Осенью 2023 года события на финско-российской границе развивались стремительно. 1352 гражданина третьих стран без виз пересекли границу из России в Финляндию, и большинство из них подали прошение о предоставлении убежища. Это стало причиной закрытия границы в Финляндии. Журналисты газеты «Хельсингин Саномат» встретились с двумя непосредственными участниками тех событий, чтобы узнать, почему они поехали в Россию, как добирались и направляла ли их в Финляндию Россия. То есть опустим их процесс получения убежища и причины, по которым мужчины покинули Сирию, все внимание России. Для простоты повествования назову их просто Ибрагим и Асад. Мужчины-курды, родом с северо-востока Сирии. Сейчас они живут в Финляндии в общежитии для беженцев. Редакция газеты «Хельсингин Саномат» не видела их российских виз, но, судя по фотографиям в телефоне и другим обстоятельствам, их рассказ в целом выглядит правдоподобно. Итак, в конце 2023 года они решили уехать из Сирии и обратились в местную фирму, которая там у всех на слуху. Асад говорит: фирма зарегистрирована как туристическое агентство и действует совершенно открыто. Владельцы живут там на свободе без каких-либо проблем. Но по сути это контрабандная организация. У них есть сотрудники в разных странах. Оплата только наличными. Фирма предлагала разные страны и разные варианты. Мужчины выбрали маршрут из Сирии в Латвию, через Россию и Беларусь. Из Латвии они собирались поехать в Германию, чтобы просить убежище. Асад рассказал, что заплатил турфирме $10 тысяч США. В эту сумму входил проезд и все необходимые документы. На деле единственным документом оказалась российская виза. 30-дневная виза по частному приглашению, утверждает Асад. Из России в Беларусь, а затем в Латвию планировалось добираться нелегально. В конце октября 2023 года Асад выехал из Сирии в Ливан, а оттуда улетел в Москву. В аэропорту Домодедово его отправили на фильтрацию. Там офицеры спросили: цель визита в Россию, сколько наличных везете? Потом они позвонили представителю контрабандной фирмы и дали Асаду добро на въезд в Россию. В аэропорту его встречало контактное лицо, сириец. Ибрагим прибыл в Россию на 5 дней раньше Асада. Он тоже прошел фильтрацию. Разница была лишь в том, что в аэропорту его встречал ливанский врач. Из аэропорта сирийцев отвезли на пару дней в небольшой отель в Москве. Затем на машине по проселочным дорогам отвезли в Минск и поселили в квартире. Они должны были двигаться к латвийской границе, но обстановка там была опасной. Многие, кто пытался попасть на запад через белорусско-латвийскую границу, застряли в приграничных лесах, голодали, мерзли, некоторые заблудились и погибли. Часть из них латвийские пограничники вытеснили обратно в Беларусь. Мужчины хотели попасть в Германию, но пересечение границы с Латвией или Польшей стало казаться безнадежным. 2 недели прошло в ожидании. И тогда от фирмы они получили сообщение, что можно попробовать попасть в Финляндию. Асада и Ибрагим на легковой машине отвезли в Москву и через пару дней повезли в сторону Финляндии. Поездку организовала фирма, утверждают мужчины. Группа из 10 сирийцев, мужчин и женщин, отправилась в путь на 2 машинах. По словам мужчин, водители были мусульмане из Центральной Азии, живущие в России. Машины доехали до дороги, ведущей прямо к финской границе в Салле, где их остановили. Вероятно, это был КПП российской пограничной службы на трассе Кандалакша-Салла. Пограничники спросили у прибывших, есть ли у них велосипеды, потому что в Финляндию можно было попасть только на транспортном средстве. Велосипед тоже таковым считался. Развернулись и поехали в Кандалакшу. Там в спортивном магазине купили велосипеды по цене 200-300 евро за штуку. Они попытались поселиться в гостинице, но мест не оказалось. Зато приехал какой-то человек в гражданской одежде, по всей видимости, представитель властей, который их сфотографировал и проверил документы. Группа переехала в другую гостиницу. Вечером тот же человек пришел туда и снял отпечатки пальцев гостей. Он опросил их и спросил,
каковы их планы. Сирийцы ответили, что хотят попасть в Финляндию. На ресепшн гостиницы им сообщили, что следующим утром к границе от гостиницы отправится автобус. Велосипеды они погрузили с собой, автобус поехал на КПП, где, по словам мужчин, уже собрались сотни людей и десятки автомобилей. Асад говорит, все фирмы отправляли туда людей. Там были африканцы, палестинцы и афганцы. Российские власти проверили документы прибывших и записали их данные. У одного человека российская виза оказалась просроченной, и его отправили обратно в Москву для депортации в Сирию. Проверяли только наличие российской визы. Было неважно, есть ли виза в Финляндии, нет ли. Финляндия регулировала поток прибывающих, поэтому российские пограничники пропускали к границе лишь небольшое количество людей в день. По оценке мужчин, вдоль дороги разбили лагерь примерно 400 или 500 человек. Кто-то спал в машинах, кто-то в двух больших палатках. Началось адское шестидневное ожидание на морозе, который, по словам мужчин, доходил до минус 25 градусов. Асад показывает фото изнутри палатки. Люди сидят, кутаясь в зимнюю одежду. В палатке невозможно было спать, можно было лишь дремать, сидя. Еду давали 2 раза в день, но она едва-едва была съедобной. В палатке находилось около 50 человек, но лишь 2 печки. Палатки для желающих попасть в Финляндию попали в новости, когда губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил место стоянки и обвинил Финляндию в создании гуманитарной катастрофы, заявив, что Россия помогает людям в беде. К сожалению, вчера был уже случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена, и наша задача принять все необходимые меры для обеспечения правопорядка на территории Мурманской области, независимо от тех недружественных и провокационных действий, которые позволяет себе Финляндия, закрывая пропускные пункты. Мигранты тоже снимали видео на месте, и курдский телеканал сделал из них новостной сюжет. По словам Ибрагима, одна из женщин заболела, и ее увезла скорая помощь. После нескольких дней ожидания пришло сообщение, что Финляндия закрыла пограничный пункт Салла и больше никого не пропускают. На месте находился какой-то лысый мужчина, который постоянно был на связи с пограничниками. Он сообщил иностранцам, что на самом севере Финляндии есть переход, который еще открыт и через который можно попасть в Финляндию. Желающие поехать туда должны заплатить по 1000 евро за транспортировку. Ни у кого не было таких денег, говорит Ибрагим. Люди начали писать родственникам в Сирию, и те нашли деньги, отдали посредникам в то самое туристическое агентство, а оно, в свою очередь, передало их россиянам. Денежки. Как я люблю вас, мои денежки. Ибрагим говорит, что слышал от сотрудника фирмы, якобы деньги напрямую поступали на счета российских властей. Проверить это утверждение трудно. Ибрагим и Асад были среди примерно 50 человек, которые заплатили за поездку и отдали свои паспорта лысому мужчине. Другим вариантом было возвращаться в Москву. Вечером приехал автобус, и в сопровождении полицейской машины людей отвезли на переход Рая-Йошеппи. Когда в 10 часов утра открылась граница, автобус подъехал к КПП, люди вышли, и российский пограничник поставил штампы в паспорта и пожелал доброго пути. 300 метров до финской границы мужчины прошли, ведя велосипеды за руль. Навстречу вышел финский пограничник, и в тот же день прибывших перевезли в Оулу. Через 5 дней и этот последний открытый пограничный пункт Рая-Йошеппи тоже закрыли. Что мужчины думают теперь, спустя почти 2 года, о своем прибытии в Финляндию? Была ли это спланированная операция России? Ибрагим говорит: Мы смогли попасть в Россию, потому что она хотела проталкивать людей через границу по политическим причинам. Власти все время знали, где мы и что делаем. Деятельность контрабандной фирмы они называют мошенничеством. Деньги ушли, а вместо Германии мужчины застряли в Финляндии. В декабре 2023 года Финляндия на 2 дня вновь открыла 2 пограничных пункта в тестовом режиме. Тогда в страну прибыло еще 363 соискателя убежища. С тех пор восточная граница остается закрытой.
за исключением грузовых поездов и морских перевозок. Правительство Финляндии объясняет продление закрытия границы секретными разведданными, согласно которым угроза организованного давления через мигрантов по-прежнему существует. Россия может по собственному усмотрению выдавать визы гражданам разных стран. Если бы Финляндия вновь открыла границу, Россия могла бы точно так же быстро привлечь туда множество мигрантов. Вопрос лишь в том, захочет ли Россия сделать это. Исключать такую возможность нельзя, ведь она старается дестабилизировать ЕС и НАТО разными способами. В этом году лесными тропами из России в Финляндию пробрались 6 человек. Ибрагим и Асад успели проскочить через финский пограничный пункт буквально в последний момент перед закрытием границы. Теперь другие, похожие на них мигранты, пытаются попасть в Европу другими путями, например, через Белоруссию. Асад считает, что границы должны быть открыты для тех, кто прибывает по гуманитарным причинам. Они хотят получить убежище в Финляндии, а потом привезти сюда свои семьи. Мужчина уже 2 года в Финляндии, но пока у Асада до сих пор не было даже первого интервью по делу о предоставлении убежища. Ибрагим недавно побывал на 2-м интервью, где его спрашивали, изменилась ли его ситуация после смены власти в Сирии. Конечно, понятно, что люди ищут лучшей жизни, но произвольная миграция – это явно не лучшее решение для Европы. Граница с Россией закрыта. Это создает огромные неудобства и для бизнеса, и для обычных людей. Что же делать в такой ситуации? Открыть границу? А если опять хлынет поток мигрантов? Европа и Финляндия чуть не резиновые, а мигранты продолжают прибывать. У Европы явно нет средств, чтобы принять и обустроить всех желающих. Пишите, что делать? Открыть границу, закрыть границу или скинуться всем вместе, купить остров где-нибудь в Тихом океане и обустроить там Уус-Suomi, новую Финляндию. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!